Как сообщают индийские СМИ, Индия собирается начать поставку мобильной системы ПВО Акыш-1С в Армению в конце этого года. Ракета Акыш-1С, произведенная компанией Bharat Dynamics Limited, представляет собой модернизированную версию существующей ракеты Акыш, оснащенную собственной головкой самонаведения, которая повышает ее возможности обнаружения и перехвата цели. Система использует комбинацию командного наведения и активного конечного наведения, обеспечивая надежную защиту от воздушных угроз, таких как истребители, крылатые ракеты и беспилотники. Армения разместила заказ на 15 ракетных систем Акыш в 2022 году, что составляет существенную сделку стоимостью примерно $720 миллионов. Ожидается, что приобретение этой передовой системы ПВО значительно укрепит военный потенциал Армении и ее обороноспособность. По скриптум. ВВС Индии одобрили начало полноценного серийного производства ракет класса «Воздух-воздух Астра Марк-1». В состав заказанной партии входит 200 УРВВ. Как рассчитывает организация DRDO, развертывание выпуска этого изделия позволит заменить российские УРВВ. Астра МК-1 имеет твердотопливный ракетный двигатель УРВВ, который позволяет развивать скорость до 4,5 Маха и работает на высотах до 20 км. Дальность действия составляет 110 км. Вчера наблюдательная миссия Евросоюза в Армении провела успешное патрулирование в Неркин-Ханде, расположенном на юге Армении, с целью оценки гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью на армяно-азербайджанской границе. Об этом говорится на странице миссии в Facebook. Глава миссии и команда встретились с главой общины Хачатуром Багдасаряном, который тепло встретил нас в селе, говорится в сообщении. По этому поводу посол Франции в Армении сделал важное заявление. Присутствие европейских наблюдателей придает уверенность изолированному и уязвимому населению. Об этом написал в своем микроблоге в X посол Франции в Армении Оливье Дикотинье, касаясь визита миссии наблюдателей Евросоюза в село Неркин-Хан Сюникской области. Он в частности отметил: миссия наблюдателей ЕС в Армении продолжает патрулирование вдоль линии военного соприкосновения с Азербайджаном. Присутствие европейских наблюдателей придает уверенность этому изолированному и уязвимому населению. Миссия ЕС является осязаемым доказательством того, что данное население не забыто миром. Как инициатива Армении «Перекресток мира» может преобразовать Южный Кавказ. Инициатива Армении «Перекресток мира», представленная премьер-министром Николом Пашиняном на Тбилисском форуме «Шелкового пути» в октябре 2023 года, представляет собой амбициозное региональное транспортное предложение, направленное на соединение Армении с соседними странами Турцией, Азербайджаном, Ираном и Грузией. Инициатива направлена на оживление и развитие важнейшей инфраструктуры дорог, железных дорог, трубопроводов, кабелей и линий электропередач. Это для облегчения потока товаров, энергии и людей через эти страны, соединяя Каспийское море со Средиземным морем и Персидский залив с Черным морем посредством более простых и эффективных транспортных связей. Инициатива также представляет собой значительную часть повестки Дня Армении по миру на Южном Кавказе на фоне переговоров с Азербайджаном. Армянские лидеры видят эти отремонтированные и вновь построенные маршруты в качестве каналов для развития экономических, политических и культурных связей между странами-участницами, тем самым продвигая долгосрочный мир и стабильность в регионе. С потенциалом для экономической выгоды региона, содействия миру и сотрудничеству на Южном Кавказе и снижения зависимости Армении от России, Запад должен поддержать план «Перекресток мира» более надежной дипломатической поддержкой и инвестициями в инфраструктуру. Однако «Перекресток мира» сталкивается со значительными геополитическими препятствиями. Азербайджан до сих пор отказывается поддерживать инициативу Армении.
в то время как правительство Армении должно активизировать свою работу по перекрестку мира. Соседи Армении должны добросовестно оценивать инициативу по коммерческой жизнеспособности, а не по геополитическим соображениям. В случае реализации проект «Перекресток мира» мог бы принести значительную пользу как Азербайджану, так и Турции, стимулируя региональную торговлю и открывая новые рынки. Для Азербайджана он мог бы обеспечить более прямой путь к европейским рынкам, в то время как Турция могла бы увидеть расширенные торговые коридоры, которые обходят менее стабильные регионы. Кроме того, проект мог бы служить дипломатическим мостом, ослабляя давнюю напряженность и превращая исторический конфликт в центр международной торговли. Для Турции, в частности, поддержка этой инициативы могла бы стратегически позиционировать ее как посредника по установлению мира в регионе, что могло бы укрепить ее дипломатические отношения не только с ее непосредственными соседями, но и по всей Европе и в Азии. Как Запад может помочь? Инициатива Армении «Перекресток мира» заслуживает более активной поддержки и участия со стороны западных стран. Поддерживая усилия Армении по интеграции в Транскаспийский коридор и содействуя сотрудничеству на Южном Кавказе, западные страны могут помочь обеспечить превращение региона в динамичный экономический центр, менее зависимый от России. Увеличение инвестиций в инфраструктуру, четкая дипломатическая поддержка и стратегические партнерства, такие как недавнее улучшение отношений между США и Арменией, могут укрепить приверженность Запада содействию более сбалансированному геополитическому ландшафту в этом регионе. Это должно начаться с дипломатического давления на Турцию и Азербайджан, чтобы они конструктивно взаимодействовали с инициативой и заключили пакты безопасности с Арменией, которые помогут сдерживать агрессию и поддерживать открытые и безопасные торговые пути. Впоследствии западные страны должны внедрить целевое финансирование и финансовые стимулы вместе с технической помощью для строительства и модернизации инфраструктуры в регионе. Потенциальные новые торговые соглашения и содействие участию частного сектора, поощряющие западный бизнес инвестировать и сотрудничать с местными фирмами в рамках Crossroads for Peace, также помогут сделать инициативу более жизнеспособной. Расширенная поддержка Армении со стороны Запада также может послужить катализатором более широкого регионального сотрудничества и процветания, создав прецедент для мирного разрешения конфликтов и совместных усилий по развитию. Поэтому западные политики должны помочь интегрировать Crossroads for Peace в региональные планы по связям, которые способствуют открытым, стабильным и кооперативным международным системам и могут сделать Армению ключевым игроком в диверсификации транзитных маршрутов по всей Евразии. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости региона и мира.